Приветствую вас, друзья! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня мы приступаем к завершающей части нашего марафона, к 9-й части. Мы проработаем зону поясницы, покажем несколько движений. И, конечно, жаль, что наш марафон заканчивается, и за весь марафон мы не успеем показать все движения, даже в той зоне, с которой мы работаем, зона спины. Все равно мы показали лишь только часть движений, которые можно использовать. Но мы показывали марафон для новичков, поэтому этих движений достаточно для того, чтобы хоть какой-то массаж исполнить своим знакомым, родственникам или любимым людям. Поэтому в помощь вам вебинары, наше непосредственное обучение в группах. Вебинары можете приобрести видеоуроки или приехать к нам в группу и обучиться. Приступаем к зоне поясницы. Также ручку сгибаем в кулачок и начинаем отодвигать мышцы в сторону. Мы всегда работаем с мягкими тканями, стараемся продавить как можно глубже мышцу. То есть мы уходим, опять же, как я и говорила в прошлых сериях, выпусках нашего марафона, начинаем работу с согнутых пальцев и уходим на основание ладони. По костной части мы не работаем, мы работаем только с мышцами. Здесь тоже может быть чувствительно у людей, у которых есть защемление седалищного нерва, которые часто делали себе уколы месяц или два назад. Здесь важно тоже стойка мастера. Также мы стоим, ноги широко в стороны у нас расставлены, согнуты в коленях и спина прямая. Мы работаем весом. Мы перемещаем свой вес тела то на одну руку, то на другую. Мы не работаем руками, не работаем. Мы работаем именно весом. Такое движение. И еще одно движение, следующее на этой области. Так сделаем. То есть можно шире открыть, но я переживаю, потому что могут поставить 18+, поэтому мы будем додумывать. То есть также мы кладем ручку, согнутую в кулаке, и с пальчиков перемещаемся на основание ладони. То есть мы прорабатываем ягодицу. Конечно, мы должны вот такое движение уходить глубже. Опять же, поза мастера по отношению к клиенту. Здесь я упираюсь, естественно, на одну руку, перемещаю свой вес на одну руку. И когда я ухожу назад, движения слабые. Когда я ухожу вперед и перемещаюсь даже немножко на носок, то движение с силой, то есть я вес своего тела перемещаю то на одну ногу, то на другую. То есть здесь достаточно слабое движение и усиливаю, когда иду вниз. После массажа можно сделать заглаживающее движение. И сейчас еще одно движение на зоне креста я покажу. Поочередно тоже мы выполняем это движение. По лордозу, то есть по месту прогиба поясницы мы скользим до упора. Костная ткань нам мешает дальше пройти, то есть это упор. И в этот момент мы делаем пальчики слабыми. Мы перемещаемся сразу на зону основания ладони. То есть вот такие движения. Дошли до упора, ослабили пальчики. Вот они у нас жесткие, идут, потом раз, и уходят, и рука скользит на основание ладони. То есть вот такое движение. И поочередно его выполняем. Оно достаточно приятное для клиента, не болезненное. Не больно или чувствительно все же? Чуть-чуть. Здесь вот неудобно мне тоже стоять, но я выбрала для себя такую позицию, потому что кушетка достаточно широкая.
Я кушетки не касаюсь, стараюсь не касаться. Это очень важно, чтобы мастер не касался клиента, кушетки. Только в очень редких случаях, когда это необходимо или мастер задумался. Ну и в конце массажа нужно сделать энергетический выход. Энергетический выход у нас либо через руки, либо через голову. Конечно, здесь актуально сделать выход через руки. Все, друзья, на этом мы заканчиваем наш марафон. А кто хочет, приходите на обучение, учитесь вместе с нами, ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас. И до встречи!